Здравствуйте! Сегодня мы расскажем о насекомых, которые проживают рядом с нами. Среди множества удивительных и опасных созданий особое место занимают шершни и осы. В этом видео мы расскажем об их удивительных способностях, поведении и взаимодействии с окружающей средой. Осы не испытывают страха перед человеком и нападают на людей без малейших сомнений. Бывает, что они нападают массированно, но даже один укус этих насекомых может оказаться смертельным. Укус осы может вызвать различные последствия, которые могут быть разными у разных людей. Самым частым является покраснение и небольшой отек в месте укуса. Однако укус осы может также быть смертельно опасным, вызывая анафилактический шок и даже приводя к смерти человека. Осы прекрасно вооружены и без колебаний применяют свое оружие против людей. На конце брюшка насекомого есть жало. Это заостренная структура, при помощи которой оса протыкает кожу и впрыскивает туда яд. Тем, кому удалось пережить укус крупного шершня, запомнили его на всю жизнь. От этих грозных противников нужно держаться подальше. С биологической точки зрения не все осы и шершни являются паразитами, но они идеально соответствуют греческому смыслу слова «паразит» – сотрапезник. Они питаются рядом с людьми, и то, как они это делают, близко к совершенству. Дачные строения могут быть прекрасным пристанищем для роя, они там любят обустраивать гнезда. На загородных участках осы чаще облюбовывают такие места – бытовые подсобные помещения, куда редко заходят, обычно это туалеты, чердаки, сараи, и создают гнездо под потолком. Находят нишу под шифером. Забираются на лоджии и балконы. Могут слепить свой дом в куче хлама, которым давно не пользуются. В зарослях густых кустов, в живой изгороди. Но все же любимое место гнездования ос – под потолком в любой дачной постройке. Развязывая войну против ос, многие не учитывают, что это умные и упорные насекомые, прекрасно знакомые с тактикой оборонительных войн. Уж если осы решили, что какое-то место идеально подходит для их гнезда, то они сделают все, чтобы отстоять его, и им есть что противопоставить человеку. Осы, равно как и их родственники пчелы, шмели и шершни, относятся к отряду перепончатокрылых. Зоологи утверждают, что этот древний отряд насекомых сформировался еще 230 миллионов лет назад, в триасовый период, когда наземных позвоночных животных было еще не слишком много. К перепончатокрылым сегодня относится примерно 150 тысяч видов. Эти насекомые имеют довольно разнообразный внешний облик, но чаще всего их можно отличить от других по их очень тонкой талии. И все же тонкая талия не главный отличительный признак жалящих перепончатокрылых насекомых. Как ясно из названия, у них есть эффективное и опасное оружие, которое делает их уникальными среди прочих насекомых. Эволюция старательно и тщательно поработала над обликом перепончатокрылых, и теперь, миллионы лет спустя, это грозное и прекрасно оснащенное насекомое. Человеку встреча с таким разъяренным и высокоманевренным истребителем не обещает ничего хорошего. Осы – это собирательное название, так как среди них существует множество видов. Некоторые предпочитают вести одиночный образ жизни, а другие образуют многотысячные колонии. Таким образом, ос условно можно разделить на две категории – на одиночных и на социальных. Материал для строительства гнезд осы добывают преимущественно из старых деревьев, пней и древесных материалов, что обуславливает преимущественно серый цвет гнезд. Осы, пятясь назад, соскребают челюстями частички волокон древесины. На соскребаемое место оса предварительно выпускает капельку слюны, которая размягчает древесину. Собрав комочек древесных волокон, оса переносит его к месту строительства гнезда. Здесь комочек повторно пережевывается осой и обильно смачивается слюной. Далее оса садится на край ячейки гнезда и, прижав комочек к стенке гнезда, пятясь назад, раскатывает его в полоску. Затем, взяв полоску краями челюстей, начинает растягивать ее в длину. В дальнейшем такие полоски прикрепляются одна к другой, формируя бумажную стенку. Есть осы, которые гнезда не строят.
Но есть осы, такие как вид Reclinervelus nielseni, которые парализуют пауков точным ударом жала в нервные узлы, а затем откладывают свои яйца в их обездвиженное тело. После вылупления личинка начинает питаться кровью живого, но неподвижного паука, а затем заставляет его плести кокон для защиты. Когда кокон готов, личинка высасывает паука и окукливается. Среди ос выделяются шершни. Это род общественных настоящих ос, для представителей которого характерны крупные размеры. Особи вида Vespa mandarinia имеют длину до 55 мм, наибольшую среди общественных ос. Так, японский гигантский шершень ежегодно убивает до 40 человек. Чаще всего встречи шершней с японцами происходят на пасеках, так как шершень предпочитает охотиться на медоносных пчел прямо в ульях. Ученые доказали, что общественные осы довольно умны. Они способны различать лица своих сородичей. Правда, такой способностью обладают только осы, в колониях которых заведена строгая иерархия. Одиночные осы на такое не способны, так как им это попросту не нужно. Ос очень сильно привлекают сады, в которых растут сладкие фрукты. Сахар во всех видах осам очень нравится, поэтому за него они готовы сражаться. В отличие от пчел, которые имеют зазубренное жало, вырываемое из брюшка после первого же укуса, осы способны нападать многократно, и причем нападение происходит стаями. Жало не единственное оружие, которым природа снабдила ос. При необходимости они могут использовать против врага и свои челюсти. Они у ос очень мощные, и помимо жала оса может довольно ощутимо кусать челюстями, что не очень приятно. Нападая, перепончатокрылые совсем забывают об осторожности. Для них главное поразить врага, и неважно чем – жалом или челюстями. Для ос важно отогнать того, кого они определили для себя как агрессора, пусть и ценой своей жизни. Нападение ос и шершней опасно не только тем, что каждый удар жалом сопровождается инъекцией многокомпонентного яда, но и тем, что атакуют они массово. Причем осиный рой координирует свои действия при помощи запахов. Для этого у них есть феромон тревоги. Именно поэтому не рекомендуется, например, убивать ос рядом с осиным гнездом. Это связано с тем, что в момент своей гибели оса выделяет феромон тревоги, и окружающие осы могут стать значительно более агрессивными. Так почему же жалящие перепончатокрылые нападают на человека? Ведь они не конкурируют с человеком из-за пищи и не питаются им. Когда в них просыпается агрессия, последствия которой могут быть опасны для человека? Можно ли предугадать их действия и предотвратить нападение? Прежде всего, надо избегать приближения к их жилищу, так как насекомые всегда охраняют места своего обитания. Но это не всегда возможно сделать, так как жилье человека зачастую становится привлекательным местом обитания для ос. Соседство с осами в одном доме значительно повышает вероятность различных неприятных ситуаций. Ацетилхолин, гистамин, гиалуронидаза, фосфолипазы – это только некоторые компоненты осиного яда. Каждый из них воздействует на ткани и нервные окончания, что обязательно формирует какой-то иммунный ответ. Укус осы опасен развитием системной реакции, то есть не только наличием покраснения, отека и боли, но и возникновением анафилактического шока и отека квинки, известного как ангионеврический отек, ведь это может привести к летальному исходу. Укусы осы вызывают не только аллергическую реакцию, но и могут способствовать заражению человека различными инфекциями. Это происходит потому, что оса является плотоядным насекомым и может добывать еду из различных источников, которые зачастую могут быть не совсем стерильными. По этой причине осы распространяют различные инфекции и могут заражать ранку. Инфицированную рану тяжело лечить. Такое лечение может длиться неделями и даже месяцами. Ученые выяснили, что от укусов ос каждый год гибнет больше людей, чем от укусов ядовитых змей.
Тело осы состоит из 13 сегментов, которые разделены на 3 ярко выраженных части – голову, грудь и веретенообразное брюшко. У осы есть 5 глаз. Основные глаза у осы – это 2 сложных глаза, состоящих из 1000 фасеток, расположенных по боковым сторонам головы. Кроме того, у осы также есть 3 маленьких дорсальных глазка, называемых оцелии. Они располагаются обычно на верхней части головы и служат для улучшения функций сложных глаз, особенно в сумерках. Они позволяют отличать свет от темноты, видеть поляризованный свет и цвета в ультрафиолетовом диапазоне. Фасеточные глаза осы располагаются по бокам головы. Каждый глаз состоит из 6000 ячеек и обеспечивает обзор в 280 градусов. Это позволяет осам различать даже малейшие движения, которые человеку недоступны. Антенны или усики, которые растут у ос на голове, позволяют им не только улавливать колебания воздуха, но также являются органами обоняния. Они позволяют осам различать запахи на расстоянии до 3 километров и даже в ветреную погоду. И между собой насекомые общаются тоже запахами, так как их тела выделяют до полусотни ароматов, при помощи которых они могут поднять тревогу или объяснить собратьям, где находится пища. 2 пары перепончатых крыльев, передние больше задних, позволяют осам развивать скорость до 9 км в час. Они функционируют как одно целое при содействии сцепочного механизма. Рекордсменами по скорости полета являются шершни, которые могут развивать скорость до 25 км в час. Известно, почему на людей нападают комары и жалящие мухи. Они просто жаждут напиться человеческой крови, но осы и шершни не столь кровожадны и не воспринимают людей как пищевой объект. Одна из причин нападения перепончатокрылых в том, что они, так же как и люди, любят сладкое. Взрослые осы предпочитают растительную пищу, богатую сахарами. Именно поэтому они начинают массово слетаться к разрезанному арбузу или дыне, а также к любым фруктам, разложенным на столе. Летом, когда человек устраивает пикник на природе, он сам приглашает ос разделить с ним трапезу. Запах спелых фруктов или выпечки оса почует за несколько километров и настойчиво будет набиваться в компанию. Именно в такие моменты и возникают конфликтные ситуации. Оса до последнего будет пытаться добыть вожделенные лакомства, после чего может возникнуть очень неприятная ситуация. Человек берет в руки кусочек арбуза, а на нем уже лакомится оса. Человек откусывает, и оса оказывается во рту, после чего она жалит человека за губу или в язык. И хотя это дьявольски больно, но обычно не смертельно. Но если оса ужалит человека в мягкие ткани где-то подальше, то это может привести к довольно серьезному отеку, который просто перекроет дыхательные пути. Вторая причина, по которой осы жалят людей, это их чрезмерно развитый родительский инстинкт. Перепончатокрылые, пожалуй, самые заботливые родители в мире насекомых. Все взрослые осы, даже самые крупные, строгие вегетарианцы и питаются исключительно нектаром, подгнившими фруктами или сладким древесным соком. А вот их личинки – убежденные мясоеды. Чтобы обеспечить потомство кормом, осы стали виртуозными охотниками. Они охотятся на насекомых, а также могут разделывать мясо или рыбу. Например, если рыбу в жаркий летний день положить где-то на солнце, то через несколько минут на нее начнут слетаться осы и своими мощными челюстями просто разделают ее на куски. Осы не едят пищу животного происхождения. Они просто ее разжевывают и переносят в гнездо к личинкам. Там они отрыгивают эту пищу для корма личинок. Личинки могут поглощать любой животный белок, сгодится и недавно убитое насекомое, и даже падаль. Но есть среди ос и настоящие гурманы, те, которые предпочитают есть только свежее мясо. К ним относятся дорожные осы или помпилиды. Они обеспечивают свое потомство запасом паучьего мяса на весь период развития. Оса помпилида оттаскивает парализованного паука в специально вырытую норку, где и будет развиваться ее потомство. Норный образ жизни ведут многие виды ос и шершней. Но нам больше знакомы те осы, которые строят большие бумажные гнезда. Именно их человек к своему неудовольствию чаще всего обнаруживает под крышами своих домов. Свое гнездо осы будут самоотверженно защищать от любого агрессора
и прежде всего от человека. Чаще всего человек сам провоцирует ос на агрессию. Любое резкое движение для них сигнал к обороне своего драгоценного потомства. Поэтому важно понимать, что ос просто не надо тревожить. Спокойно идущий, не размахивающий руками человек не вызывает у ос желания нападать. В заключение следует сказать, что сколько бы неприятностей не причиняли человеку осы и шершни, избавиться от их соседства человеку не в силах. Эти насекомые пережили смену магнитных полюсов Земли и климатические изменения, и массовые вымирания. Кроме того, истребив перепончатокрылых, человек лишит природу успешных опылителей и запустит глобальную экологическую катастрофу. Поэтому гораздо проще соблюдать несложные правила, которые сделают сосуществование людей и насекомых безопасным и комфортным. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!